В реальных условиях настоящей зимы аккумуляторы GoPro ведут себя, скажем так, не очень. Стоит температуре окружающей среды опуститься немного ниже нуля, они тут же отказываются работать. Проблема известна и думаю скоро будет решена выпуском нового аккумулятора, еще более устойчивого к морозам, нежели Enduro. Хотя он лучше держит заряд, но все еще недостаточно хорошо для удовлетворения потребностей при съемках в минусовую температуру, особенно от минус 20 градусов и ниже. Эксплуатационные характеристики синего и белого аккумуляторных батарей знают все. Они понятны и достаточно хорошо изучены. Но почему-то многие забыли, что в списке аксессуаров компании GoPro есть еще один интересный экспонат, имеющий встроенный внутренний аккумулятор. Это рукоятка Вольта. Как она поведет себя в условиях настоящей зимы? Сейчас мы это проверим. Какой тип батареи используется в аккумуляторной рукоятке GoPro Volta? У меня сложилось впечатление, что этот вопрос является одним из самых засекреченных в компании. Мне пришлось провести небольшое расследование перед тем, как добыть для вас эту информацию. На официальном сайте, на коробке, в инструкции, на рукоятке, везде отсутствует упоминание о типе установленной внутри батареи. Я проверил все, где могут находиться хоть какие-то данные, и даже решил отыскать и посмотреть декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Если вам интересно, ознакомиться с документом можно по ссылке. Она находится в описании под этим роликом. Все сведения, которые нам сообщает производитель, касаются технических характеристик. Они сейчас перед вами на экране. Но ответа на главный вопрос о типе используемого аккумулятора все еще нет. Что там может быть такого секретного? Ладно, берем в руки все самое необходимое для проверки. Нет, разбирать вольту сейчас не нужно. Стоит более внимательно изучить монопод. Детально рассматривая рукоятку под одной из откидных ножек, превращающей его в штатив, обнаружилась очень интересная надпись, выполненная красивыми бронзовыми буквами. Именно она открывает нам секрет, так старательно спрятанный компанией GoPro. Теперь у меня есть все основания сделать вывод, что внутри у Вольта установлен литий-ионный аккумулятор. Что-то наподобие такого. У вас есть альтернативное мнение по этому поводу? Напишите, что думаете в комментариях. Зарядка батареи внутри камеры на морозе. Не думаю, что это хорошая идея. Можно легко испортить аккумулятор или ухудшить его эксплуатационные характеристики. Вот вам совет. Никогда не производите зарядку, если температура окружающей среды находится ниже 4 градусов Цельсия. Хотите использовать камеру с рукояткой Вольта на морозе? Достаньте батарею, спрячьте ее в теплом кармане куртки и спокойно подключайте внешнее питание. Зарядку аккумулятора и рукоятки производите только после морозной прогулки, когда их температура сравняется с комнатной. Обычно достаточно подождать 20-30 минут. Почему на морозе происходит изменение емкости литий-ионной аккумуляторной батареи? Отрицательное изменение температуры окружающей среды способствует понижению скорости движения ионов, что приводит к снижению интенсивности прохождения химических реакций внутри аккумулятора. Явление это временное. Приведу простой пример. При комнатной температуре батарея имеет заряд 100%. Когда вы выйдете на улицу и какое-то время проведете на холоде, уровень заряда изменится и составит 80% и ниже. При том, что ваша камера была выключена все это время. Стоит вам вернуться в помещение, батарея отогреется до комнатной температуры, ее емкостные характеристики полностью восстановятся. В случае, если ваша экшн-камера выключается на морозе, то это только потому, что аккумулятор перестал выдавать нужное для работы напряжение. Причины такого поведения могут быть разными. На улице слишком холодно, и батарея замерзла. Погрейте ее. Не помогло? Батарея деградировала и нуждается в замене. Ресурс аккумуляторов снижается в холодную погоду. Это еще заметнее при использовании старых аккумуляторов. Если вы регулярно выполняете съемки при низкой температуре. Для оптимальной работы камеры используйте свежие аккумуляторы и постарайтесь избегать глубоких разрядов. По своему поведению Вольта очень напоминает аккумулятор Enduro, но у нее есть небольшое преимущество, выраженное в емкости. При температуре минус 10, минус 15 градусов Цельсия
Эта многофункциональная рукоятка решает вопрос выключения GoPro. Можно спокойно вести съемку видео. Но что это за морозы минус 10? Спросите вы. Соглашусь. При более низкой температуре минус 20. Она снимает, но емкость аккумулятора постепенно снижается. Ни о каких 3 часах съемки в запасе говорить не приходится. В лучшем случае при самых благоприятных условиях вы сможете снимать 1,5-2 часа с параметрами видео 5,3К 60 кадров в секунду. В реальности уже через 15-30 минут, пока вы держите ее в руках, она начинает замерзать и постепенно теряет емкость. Чем ниже опускается значение температуры на градуснике, тем быстрее рукоятка замерзает. В минус 40 вы уже сами догадались, какой будет результат, потому что вольта. Оптимальным вариантом для съемок такой мороз будет сценарий, когда вы держите ее в тепле. Затем записываете, что вам нужно, и снова прячете в тепло. Но есть одно но. Так можно снимать и на эндуро батарейку, даже при минус 50. А вы как думаете? Вывод. Что синяя батарея, что белая эндуро, что рукоятка вольта в сильные морозы отключаются. Разница в температуре окружающей среды и во времени, проведенном на холоде, после которого происходит выключение. Вполне возможно, если вы подключите сторонний качественный пауэрбанк, камера будет включаться и снимать, даже в крепкий мороз. Главное, чтобы аккумулятор выдавал нужное напряжение для работы. В холодное зимнее время рукоятку вольта заморозить легче, чем батарею эндуро. Реальное ее преимущество максимально раскрывается в летнюю погоду, действительно увеличивая автономность работы вашей камеры. Как бы это смешно ни звучало, но держите свои экшн-камеры GoPro в тепле перед съемкой, и тогда вы сможете снять все то, что задумано.